Глава 971. Громовой огненный лук. В ответ на атаку световых мечей марионетка просто указала на серебряный щит перед собой. Щит мгновенно увеличился в несколько раз и метнулся вперед, чтобы заблокировать атаку. Световой меча ударил по сверкающему серебряному щиту во всю силу. В момент столкновения раздался оглушительный взрыв, а небо окрасилось вспышками белого и зеленого света, но щит даже не дрогнул. Старик Горький Бамбук поморщился при виде этого, а на лице Ханьли появился след удивления. Монарх расщепления души сказал передачей голоса: «Похоже, мощь звездного щита выше, чем ожидалось. Несмотря на то, что его только недавно изготовили, он довольно хорош и с такой легкостью может блокировать удары обычных магических сокровищ. Однако я подозреваю, что только марионетка способна использовать такую силу щита. Если бы ты управлял щитом, то смог бы использовать только половину его силы». Ханьли ответил прямо: «Конечно, степень силы, которую может продемонстрировать магическое сокровище, зависит от его мощи, количества времени, которое оно закаливалось, а также количества магической силы, направляемой в него, а также от контроля над своим духовным чувством. Сохранение духовной силы как магической силы является основой культивации. Эта марионетка изготовлена из редких материалов и может вложить в щит в 3 раза больше магической силы, чем я». Проведя бесчисленное количество дней под личным руководством монарха расщепления души, его понимание марионеточных техник достигло чрезвычайно высокого уровня. В этом мире не было других людей, которые бы смогли превзойти его в марионеточных техниках. Монарх расщепления души хихикнул и добавил: «Звездный щит был изготовлен для марионетки, поэтому он был создан с учетом ее характеристик. Он сильно отличается от обычного магического сокровища. Даже если бы ты направишь в щит столько же магической силы, сколько и марионетка, ты все равно не сможешь активировать его до такого же уровня мощи». Ханьли кивнул и больше ничего не сказал, а сосредоточился на битве. В этот момент старик Горький Бамбук отдал своим мечам еще один приказ. Видя, что они были бесполезны против этого щита, он создал из них другую формацию над своей головой, готовясь к атаке. Как только старик Горький Бамбук приказал им это, мечи зазвенели и стали быстрее вращаться. Во вспышке света они образовали колесо шириной 3 метра. Он ударил по колесу несколькими заклинаниями, заставив его вращаться с еще большей скоростью. Затем ослепительный зеленый свет вспыхнул в его центре и сконцентрировался в луче энергии, который яростно ударил по серебряному щиту. Раздался приглушенный взрыв, и из щита вырвался шар зеленого света. Шар был массивным и образовал углубление в центре щита. Углубление быстро становилось глубже, словно щит был готов разрушиться. В этот момент марионетка указала на щит, и он рассыпался пятнами белого света. Затем огромный шар продолжил свое властное продвижение и ударил физический щит позади него. Серебряный щит яростно затрепетал от удара, но не разрушился, а внезапно покрылся переливающимся светом, в то время как его поверхность стала отражающей, как зеркало. В серебряном сиянии света шар задрожал и начал разлагаться на бесчисленное количество мелких шаров, уменьшившись до половины своего изначального размера. Шар постепенно рассеялся. Затем щит наклонился и вспыхнул серебряным светом, отражая оставшуюся атаку, а затем взорвался в воздухе и исчез. Старик Горький Бамбук глубоко вздохнул, не скрывая своего шока. Он смотрел на куклу напротив него с серьезным выражением на лице. Хотя этот удар не был демонстрацией полной мощи формации мечей, щит с легкостью заблокировал такую тяжелую атаку, раскрывая свою непостижимую оборонительную способность. Чем больше старик размышлял над тем, стоит ли ему активировать последнюю способность формации мечей, тем больше в его мозгу зарождалась нерешительность. Тогда монарх расщепления души сказал приятным тоном: «Отлично. Раз звездный щит — мощное защитное средство, элементный барьер проверять не нужно. Поскольку он сделан из элементного нефрита, его мощь не будет ничуть меньше. Давай теперь проверим атаки марионетки». «Понял», — спокойно ответил Ханьли. Глаза марионетки засветились пурпурным светом, и она молча сделала жест заклинания руками, создавая шар бледно-красного света. Затем он вспыхнул ярким светом и превратился в красный лук длиной в несколько дюймов. Лук имел изысканный внешний вид с вырезанными узорами дракона и сверкающими красными чешуйками. «Лук свирепого дракона!» — закричал старик Горький Бамбук. Марионетка вдруг сказала равнодушным тоном: «Это громовой огненный лук, не лук свирепого дракона. Я должен предупредить вас, что он изготовлен из сухожилий водяного дракона, и его мощь даже еще больше». Сердце старика сжалось, услышав это. Затем марионетка взяла изумрудно-зеленую стрелу в другую руку, которая издавала раскаты грома. Она быстро пробормотала заклинание, и миниатюрный лук и стрелы засверкали ярким светом, увеличившись до нормального размера.
Талисманные символы засверкали на поверхности лука, а вокруг самого лука загорелось алое пламя. Зеленая стрела же сияла золотым светом и выпустила несколько дуг молнии с раскатами грома. Марионетка коснулась стрелы и медленно натянула тетиву. Молния и пламя слились воедино вокруг стрелы в момент пуска, выпустив оглушительный гул. В следующее мгновение из тела марионетки вышло невероятно мощное духовное давление. Когда наблюдатели на стадии формирования ядра почувствовали волну этого духовного давления, воздух стал тяжелым, а световые барьеры, защищающие их тело, начали колебаться. У кого был более низкий уровень культивации, тут же изменились в лицах. Почувствовав духовную ци марионетки, старик Горький Бамбук побледнел и громко закричал: «Соревнование окончено. Я сдаюсь и признаю свое поражение». Несмотря на то, что он сказал это, он не стал ослаблять защиту. По взмаху руки из его рукава вырвался треугольный кулон и тут же стал увеличиваться в размерах, образуя странный барьер перед ним. Затем он махнул колесу мечей, вращающемуся в воздухе, растворив его и заставив их вращаться вокруг него вместе с барьером. Хань Ли удивился при виде таких решительных мер и нахмурился. Неужели сила громового огненного лука настолько велика, что он может вызвать такой страх? Благодаря огромной духовной силе культиватора на поздней стадии зарождающейся души любое магическое сокровище будет ужасающим. Прибавь к этому лук из костей и сухожилий дракона алого пламени и твою стрелу из золотого молниеносного бамбука и сложи их общую силу, и ты увидишь, что нет ничего удивительного в том, что старик почувствовал такую опасность. В конце концов, он не культиватор на поздней стадии зарождающейся души. Если бы ты используешь всю мощь марионетки, есть 40% шанс убить его одним ударом. Ты хочешь убить его? Холодно рассмеялся монарх. Хань Ли внутренне покачал головой и сказал: «Забудь об этом, я не заинтересован в том, чтобы убивать его, меня интересует лишь перья Черного Феникса. Если удар не убьет его, и он активирует ограничения острова, это будет проблемой. И учитывая его репутацию, у него должен быть способ сохранить свою жизнь, и попытка убить его может дать лишь нежелательный эффект. Похоже, мы не сможем проверить истинную наступательную силу марионетки». Монарх разочарованно вздохнул: «Неважно. Я уже лично засвидетельствовал то, как марионетка легко подавляет культиватора на пике средней стадии зарождающейся души. Это ясно показывает, что ее способности не меньше, чем у культиватора поздней стадии зарождающейся души. Теперь, зная, что мои усилия не были потрачены даром, мне ни о чем жалеть». Услышав это, Хань Ли не смог сдержать печаль на своем лице. Удивительная духовная ци из тела марионетки медленно исчезла. Во вспышке света стрела и лук вернулись к своим изначальным размерам, и оба элемента исчезли. Старик Горький Бамбук вздохнул с облегчением при виде этого, но он все еще чувствовал, как холодный пот стекает по его спине. В тот момент, когда он стал мишенью, он почувствовал, что его жизнь в опасности, и сразу же уступил. Судя по способностям и духовному давлению, которые продемонстрировал его противник, больше не было никаких сомнений в том, что он был культиватором на поздней стадии зарождающейся души. Похоже, это было мудрое решение выйти из уединения, чтобы сразиться с ними. Он не верил, что тысячелетнее тутовое древо на острове смогло бы остановить гнев эксцентрика на поздней стадии зарождающейся души, не говоря уже о том, что за ним следовал культиватор средней стадии. Он также убрал свои магические сокровища, а затем пригласил тех двоих в зал. На этот раз он говорил с ними с исключительно вежливым тоном. Он передал магический инструмент старику-управляющему и приказал ему сорвать несколько перьев феникса. Затем он заговорил с гостями, пытаясь выяснить их происхождение. В конце концов, внешность марионетки не соответствовала описанию тех, кто культивировал на континенте. Пока Хань Ли активно болтал со стариком, марионетка оставалась смертельно тихой. После долгого разговора старик не нашел никакой соответствующей информации. Ему оставалось только иронично посмеиваться над своей беспомощностью в поисках дополнительной информации. Через четверть часа управляющий вернулся с нефритовой коробкой и почтительно передал ее своему мастеру. Старик Горький Бамбук взглянул на двух гостей и по взмаху руки передал коробку Хань Ли. После долгой беседы старик понял, что культиватор Ли не желал иметь дело с другими культиваторами, поэтому он решил тактично передать ее Хань Ли. Хань Ли прямо взял нефритовую коробку и открыл ее, увидев внутри несколько ослепительных красных перьев. Осмотрев их мельком, он не мог сдержать улыбку на лице. Через полдня Хань Ли и марионетка покинули остров Горького Бамбука в виде полосок яркого света. В мгновение ока они исчезли за горизонтом. Глава 972. Укрощение зверя. 3 дня спустя Хань Ли появился на безымянном острове.
Он стоял на огромном валуне на берегу, наблюдая за маленьким марионеточным телом монарха расщепления души с торжественным выражением лица. Хань Ли почтительно спросил: «Старший, ты действительно хочешь умереть вот так? У меня все еще есть методы, с помощью которых твоя душа сможет продержаться еще месяц или два». Миниатюрная кукла покачала головой и сказала: «Что для меня еще эти несколько месяцев? Я не хочу беспокоить тебя понапрасну, тогда больше не стану отговаривать тебя. Надеюсь, в следующей жизни ты снова родишься культиватором и продолжишь свой путь культивации. Как можно легко пройти путь реинкарнации? Даже если я перевоплощусь, я не смогу взять тело того же человека. Ах да, малыш Хань, помнишь, ты согласился выполнить одну просьбу, поскольку я исследовал для тебя технику изготовления веера 3 огней? Конечно, помню. Думаешь, я забыл бы об этом, если бы ты не напомнил? Криво улыбнулся Хань Ли. Монарх раздраженно фыркнул. Тогда не буду ходить вокруг да около. Моя просьба довольно проста. Если это возможно, я надеюсь, что ты возродишь школу 1000 бамбуков на Дальнем Западе, примешь учеников от моего имени и продолжишь мое наследие. Я не хочу, чтобы мои учения пропали. Нынешний глава школы не один из моих личных учеников. Я чувствую себя неловко из-за этого вопроса. Нет проблем, быстро ответил Хань Ли. Когда придет время, я возьму талантливого ученика и обучу его всем твоим марионеточным техникам. Позже я заставлю его стать мастером школы 1000 бамбуков. Монарх вдруг рассмеялся. Твои слова успокоили мое сердце. Я собрал все свои техники, жизненный опыт и знания в набор нефритовых пластинок, который я назвал «Писание о сокровищах техники великого развития». Я оставил их всех в своей бочке для небесной удачи. Изучите как можно больше и научите их последующим ученикам школы 1000 бамбуков. Только тогда мое наследие будет действительно передано. Затем из тела марионетки вылетел зеленый шарик размером с кулак и взлетел в небо. Вдруг из него послышалась череда загадочных заклинаний, и он вспыхнул ярким светом, мгновенно превратившись в ослепительное трехметровое колесо шириной в 100 метров. Хань Ли невольно прищурился при виде этого. Затем заклинания внезапно прекратились, и все вокруг стихло. Спустя четверть часа колесо сжалось и громко взорвалось, заполнив половину неба пятнами зеленого света. Хань Ли с грустью наблюдал за происходящим. На этом моменте монарх расхождения души, великий мастер школы 1000 бамбуков, скончался. Хань Ли долго молча смотрел в небо и глубоко вздохнул, а затем опустил взгляд на безжизненную маленькую марионетку, парящую в воздухе. Приманив ее к себе, он хлопнул по бамбуковой трубке на спине и вызвал оттуда несколько нефритовых пластинок. Хань Ли прошелся по пластинкам своим духовным чутьем, обнаружив, что в них действительно был описан опыт культивации монарха расщепления души, включая многие секретные техники, а также много странных секретов мира культивации. Через некоторое время он убрал нефритовые пластинки в сумку для хранения и пробормотал про себя, погружаясь в мысли. Теперь, когда великая марионетка была завершена, следующим шагом было изготовление веера 3 огней. Тогда у него должно быть достаточно сил, чтобы встретиться с высшим демоном. Однако изготовить это магическое сокровище будет достаточно трудно. Ему понадобится помощь истинного пламени Земли, неба и человека. Во время своего пребывания в павильоне сотен возможностей он очень заинтересовался их жилой земляного огня. По правде говоря, он хотел использовать пламя для закаливания материалов, но теперь, когда он был в Великом Цине, сделать это было невозможно. Если бы он хотел закалить материалы, которые требовали земляного огня, ему нужно было искать другой чистый резервуар. В Великом Цине их было много, и было довольно много известных, которые не принадлежали никакой секте. Хотя эти области было легко найти, они были в пустынных землях без духовной ци. Что касается человеческого пламени, то могло подойти любое пламя культиватора, включая его зарождающееся пламя. Единственной проблемой было найти пламя небес. Согласно нефритовой пластинке, так называемый небесный огонь был пламенем, производимым небесной молнией. Чтобы получить его, нужен был сильный шторм, чтобы получить естественную молнию. Если бы он использовал жемчужину небесной молнии, которая была создана из мирской молнии, для этого не потребовалась бы молния, поскольку она сама могла превратиться в пламя. Если все условия будут выполнены, он сможет закалить все материалы примерно через 3 месяца. Тогда завершение веера 3 огней будет только вопросом времени. Кроме того, у него все еще было достаточно времени, чтобы встретиться со старейшиной Вэй на южной границе империи. Хотя Хань Ли согласился на его просьбу со скрытыми мотивами и не считал это важным делом, но на южной границе был вулкан под названием Гора Серебряной Змеи. Он извергался в течение всего года и был знаменитой огненной жилой в Великом Цине. Многие культиваторы приходили туда, чтобы закаливать свои магические инструменты и сокровища, что позволило бы ему убить 2 зайцев одним махом.
Он также был весьма заинтересован в этом вопросе, учитывая, насколько серьезно старейшина Вэй отнесся к этой просьбе. По правде говоря, он выполнил около половины своих задач в Великом Цзинь. Все, что ему оставалось, это получить заклинание удаления печати проклятой души из секты рассеивающийся инь и забрать 2 летающих меча у высшего демона. До этого ему придется изготовить другой набор летающих мечей с помощью новой золотой эссенции. После долгого размышления он определился с планом действий, но все же ему пришлось сначала решить 2 вопроса. Он быстро полетел к небольшой горной цепи на острове и выпустил свой особняк скрытой удачи на вершине одной из них. Установив несколько иллюзорных формаций, он вошел в свои скрытые комнаты. 6 дней спустя он поместил талисман духовной формы в свое тело. Сделав это, он сел, скрестив ноги, и подбросил сумку для хранения духовных зверей с пояса в воздух. Сумка открылась, и из белого тумана высвободился желтый демонический зверь длиной в метр, похожий на панголина. Это был бронированный земляной дракон, которого он приобрел несколькими годами ранее. На теле зверя были закреплены разноцветные ограничительные талисманы, а его конечности были пронизаны несколькими сверкающими золотыми иглами, в результате чего дракон мог только неподвижно лежать на земле. Когда Хань Ли выпустил его, он тревожно взглянул на культиватора. Похоже, что эти несколько лет значительно ослабили его свирепость. Хань Ли сказал серьезным тоном: «Не нужно дурачиться, демонический зверь. Если ты подчинишься мне и позволишь наложить на твою душу ограничительное заклинание, я пощажу тебя. В противном случае, твое демоническое ядро и шкура сослужат мне хорошую службу». Бронированный земляной дракон, услышав это, задрожал всем телом, а в его глазах появился страх. Но потом он обиженно посмотрел на него. Хань Ли посмотрел на зверя и прямо сказал: «Я не стану делать тебя унаследованным духовным зверя. Ты будешь под моим контролем в течение моей жизни. Когда я погибну или вознесусь в следующее царство, ты получишь свободу. Поскольку твоя жизнь намного длиннее человеческой, для тебя это время покажется одним мигом». Взгляд дракона дрогнул и, он, казалось, замешкался. Хань Ли таинственно улыбнулся и хлопнул по сумке, вызвав в руку маленькую зеленую бутылочку. Вжух! Пурпурное пламя зажглось, окутывая бутылку. Затем оттуда быстро вырвался ледяной туман, понизив температуру в комнате. Когда дракон почувствовал эту ледяную ци, все его тело задрожало, и в его глазах появилось удивление. Хань Ли щелкнул запястьем, и из бутылки вылетела капля серебряной жидкости, которая быстро превратилась в жемчужину. Глаза дракона потускнели, и он стал принюхиваться к ней. Внезапно он зарычал, словно от волнения. «Хорошо, ты узнаешь это. Если ты согласишься стать моим духовным зверем, я дам тебе 2 капли ледяной квинтэссенции, что позволит тебе пережить Вознесение. Теперь выбирай», — холодно сказал Хань Ли. Хотя дракон был искушаем ледяной квинтэссенцией, на его лице все же читались сомнения. Через некоторое время демонический зверь все еще не дал никаких четких ответов. Хань Ли фыркнул и убрал бутылку. Затем пурпурное пламя исчезло из его руки и медленно превратилось в меч. Когда бронированный земляной дракон почувствовал страшную духовную силу меча, он изменился в лице. Затем Хань Ли выпустил меч, заставив демонического зверя закричать от ужаса и покорно подчиниться ему. Глава 973. Гора 2 скорпионов. Через полдня Хань Ли убрал особняк скрытой удачи и улетел в направлении материка, достигнув его за несколько недель. Обойдя секту Небесного Талисмана и вместо этого бросился в Наньцзян, южную границу. По пути он периодически останавливался, чтобы закалить часть материалов для веера 3 огней, для закаливания которых требовался человеческий огонь. Хань Ли был огорчен тем, во время всего пути не встретил ни одной грозы. Однако его это не сильно волновало, потому что в густых джунглях южной границы был дождливый климат с частыми грозами. Закаливание материала с помощью небесного огня было лишь вопросом времени. Через 4 месяца Хань Ли прибыл в Наньцзян, где ему пришлось посетить несколько провинций. Этот регион был одним из немногих мест, который не находился под властью большой секты. Ресурсы региона были разделены между дюжиной сект среднего размера. Несмотря на то, что между этими сектами бывали раздоры, в случае вторжения внешней силы они немедленно объединялись. Даже великие 10 сект праведного и дьявольского Да не смогли починить эту территорию, в результате она занимала практически независимую позицию в империи Цзинь. В таких условиях эти секты не доверяли посторонним и культивировали свои уникальные техники, которые появились сами по себе. В основном они культивировали редкие техники иньского яда. Кроме того, что они умели использовать яд и насекомых, их навыки в наложении проклятий достигли совершенства. Сражение с культиватором Наньцзян один момент небрежности мог привести к жестокому, не поддающемуся блокировке удару.
Префектура Чаюнь была расположена на западе Наньсяня, а гора двух скорпионов находилась в одном из ее пустынных горных массивов. Круглый год она была покрыта густым ядовитым туманом. Если у культиватора был недостаточно высокий уровень культивации или не было противоядия от ядовитого тумана, он не мог туда войти. Эта горная цепь была довольно знаменита в Наньцзяне. Из-за ядовитого тумана на горе росло много ценных ядовитых растений, а также там обитали два вида ядовитых скорпионов, которые идеально подходили для низкоранговых культиваторов, использующих технику насекомых. Хань Ли приблизился к этой горе как раз к моменту ежегодного извержения ядовитого тумана. Вокруг горы собралось большое количество культиваторов, поскольку ядовитые скорпионы выходили из своих нор в это время года. Однако большинство этих культиваторов находились на стадии уплотнения ци, и к ним присоединилось несколько культиваторов заложения основ. Поскольку горный массив не представлял особого интереса для высокоранговых культиваторов, не было ни одного культиватора формирования ядра. Если в этой области появился эксцентрик на средней стадии зарождающейся души, такой как Хань Ли, это вызвало бы большое волнение. Поэтому он не стал оставаться в окрестностях горы, а улетел в густой ядовитый туман. Лазурный свет, защищавший его тело, легко блокировал туман и ядовитых насекомых, которые скрывались внутри. Проверив направление, он направился прямо к сердцу горы. Хотя старейшина Вэй упомянул название горы двух скорпионов, он не дал конкретного указания. Поэтому Хань Ли решил сначала посетить главную вершину. Пока он летел и размышлял о цели, стоящей за просьбой старейшины Вэя, он вдруг услышал издалека жалкий крик. Это король скорпионов, под вид железнохвостого скорпиона. «Убегайте, скорее!» — кричал хриплый голос от ужаса. Затем послышались звуки взрывов и странный крик насекомого. Хань Ли посмотрел в их сторону, и в его глазах мелькнул синий свет. Разрывая туман, группа мужчин и женщин стали метаться внутри. Они разбегались в разные стороны, демонстрируя техники освещения тела. Хань Ли внезапно вскрикнул от удивления при виде одной из женщин. Вскоре после этого он взмахнул рукавом, высвободив лазурный туман, который рассеял часть ядовитого тумана в этом районе, расчистив область в 100 метров. Выйдя на поляну, группа внезапно остановилась. Прежде чем они успели среагировать, Хань Ли указал на область позади них и сжал кулак. Рука лазурного света появилась и схватила что-то черное. Затем она сделала круг и вернулась к Хань Ли. В руке был скорпион длиной в фут с блестящим угольно-черным панцирем, жало которого было длиной в полфута и сверкало фиолетовым светом. Это была разновидность железнохвостого скорпиона, который преследовал этих низкоранговых культиваторов. Скорпион был всего лишь демоническим зверем второго ранга, так что для Хань Ли не составляло труда держать его в руке. Все эти культиваторы были ошеломлены, увидев Хань Ли, и были в полной растерянности. Свет вокруг него рассеялся, и он спросил одну из женщин: «Не думал, что увижу здесь госпожу Ван после того, как покину столицу Цзинь. У молодой мисс Цао все хорошо». «Господин, да, нет, старший Хань. Младшая боевая сестра Цао все еще в столице Цзинь. Я прибыла сюда только с несколькими товарищами в поисках духовных лекарств». Леди Ван поспешно взяла на себя инициативу и почтительно поприветствовала его. С тех пор, как Хань Ли улетел после того, как его меч закричал, она распознала в нем высокорангового культиватора и не осмеливалась быть с невежливой. Другие, увидев, что леди Ван узнала этого великого культиватора, почувствовали облегчение, вышли вперед и поблагодарили Хань Ли за спасение. Однако они решили, что Хань Ли был на стадии формирования ядра, поскольку о возможности пообщаться с культиваторами зарождающейся души они и мечтать не смели. Хань Ли кивнул в знак признательности, а затем, нахмурившись, посмотрел на скорпиона. «Будучи племянницей генерала Южного Столпа, тебе не нужно рисковать в поисках духовных растений». Леди Ван вдруг изменилась в лице, а затем иронично улыбнулась: «Хотя мой клан богат и дал мне несколько духовных камней, мои способности довольно средние. Они не могут позволить обеспечить меня нужным количеством духовных камней». По правде говоря, твои способности весьма неплохи. Ты вполне можешь достичь стадии заложения основ. Раз судьба свела нас снова, я передам это тебе. У меня есть дела, поэтому береги себя». Сказав это, Хань Ли указал на руку света. С мягким ударом рука рассыпалась на блики, и большой скорпион задрожал, а затем неподвижно упал на землю. «Старший, когда леди Ван уже собиралась произнести слова благодарности, Хань Ли внезапно исчез, и она замолчала. Другие культиваторы с завистью смотрели на большого скорпиона. Однако, поскольку скорпион был чем-то, что дал ей высокоранговый культиватор, никто из них не осмелился ограбить ее. Им оставалось только наблюдать, как женщина надела на себя несколько талисманов и с радостью положила убитого скорпиона в сумку. Несколько мгновений спустя раздался взрыв, и ядовитый туман,
покрывающий небо, стал клубиться. Затем яростный ветер рассеял туман, а на его место образовалось черное грозовое облако. В этот момент Хань Ли взглянул на черную гору вдали и пробормотал: наконец пришло время. Затем он в полоске света метнулся к горе. С раскатами грома мощный ливень обрушился на ядовитый туман, в результате чего его слегка прибило к земле. Вдали, на горе, начала зарождаться буря. Хань Ли приземлился на большой валун на вершине горы, оставаясь сухим с помощью окружающего его светового барьера. Однако там уже было 8 культиваторов, 2 стадии заложения основ, остальные — стадии уплотнения ци. Все они были завернуты в плащи со странной обувью на ногах. При виде Хань Ли они тревожно переглянулись между собой. Хань Ли посмотрел на культиваторов и выпустил поток удивительной духовной ци. Махнув им рукой, он холодно закричал: «Проваливайте!». Вокруг него поднялся ветер и закружился туман лазурного тумана. Встревоженные культиваторы сняли защитные барьеры и поспешно улетели на своих магических инструментах. Тем не менее, все они были охвачены лазурным туманом и отброшены на сотни метров. Глядя на их скорченные гримасы, Хань Ли было несколько жаль их. В тот момент они молча бросились с горы, зная, что там был высокоранговый культиватор. Хань Ли безучастно смотрел в небо на то, как они убегают с вершины горы. Молния ревела и танцевала в черных облаках над ним. Глава 974. Посетители. После этого взрыва Хань Ли почувствовал, как последняя горечь от смерти монарха расщепления души растворились. В любом случае, поскольку он планировал собрать грозовую молнию, он не хотел отвлекаться. Глубоко вдохнув, он похлопал по сумке для хранения и вынул разноцветные флаги формаций, взмахнув ими несколько раз, они опустились под землю. Глядя на бушующую молнию в небе, уголок его рта слегка дернулся. Паря в воздухе, его тело пылало ярким светом. Сделав жест заклинания руками, он начал бормотать заклинание. Внезапно внизу вспыхнул разноцветный свет. Раздалось несколько хлопков, за которыми в небо подняли столпы света, формирующие огромные флаги заклинаний. Они стояли на земле и оставались совершенно неподвижными. Хань Ли продолжал произносить заклинания, а флаги заклинаний под ним начали высвобождать нити духовной ци и медленно приняли формацию заклинания, собирающего духовную ци шириной в 30 метров. Сверкающие талисманные символы начали подниматься из центра формации, полностью активируя его. В это мгновение молния, сверкающая далеко в небесах, внезапно притянулась к формации с раскатами грома. Хань Ли прищурился и прекратил читать заклинание. Щелкнув руками, он вызвал тонкую нефритовую бутылку, магический инструмент, который он специально изготовил для захвата молнии. Выпустив ее, он ударил по ней лазурной печатью заклинаний, заставив ее, сделав в воздухе круг, а затем застыть в воздухе. В этот момент Хань Ли хлопнул в ладоши и поднял их, выпустив 2 плотных потока золотой молнии, которые одновременно ударили по дну нефритовой бутылки. Бутылка дрогнула и поглотила молнию. Хань Ли с шумом указал на воздух. Молния с треском вырвалась из бутылки, образуя мерцающий столб высотой 10 метров, направленный вверх, в темное небо. Серебряная молния расколола небо и ударила о золотой столб, втянувшись в бутылку. В мгновение все больше и больше серебряных потоков молний стали ударять в бутылку и втягиваться в бутылку. Через 2 часа бутылка собрала еще один плотный поток молнии и стала издавать звуки грохочущей бури. Услышав это, Хань Ли внутренне обрадовался. Он поднял руку и потянулся к бутылке, в результате чего золотой столб исчез, а нефритовая бутылка оказалась в его руке. Затем по взмаху рукава он вынул еще одну такую же бутылку и подбросил ее в небо, повторяя процесс снова и снова. После этого он внимательно осматривал бутылку, которую он извлек. Она грохотала и дрожала без конца, сверкая ослепительным серебряным светом, словно могла взорваться в любой момент. Хань Ли надел на бутылку золотой талисман, и бутылка внезапно стихла. Плотно закрыв крышкой, он убрал ее в сумку для хранения, переведя взгляд в небо. Через полдня Хань Ли наполнил свою 4-ю бутылку, но гроза все еще не прекращалась. Наоборот, ливень усилился. Немного подумав, он убрал 4-ю бутылку. Он полагал, что собрал достаточно молнии для небесного пламени, в котором он нуждался для закаливания материалов веера небесного пламени. Внезапно он изменился в лице и перевел взгляд на другую сторону неба. Вдалеке он увидел вспышку света, за которой появилась полоска белого света. Он знал, что с формацией сверкающих заклинаний под ним и дикими вспышками молнии над ним он был очень заметен. Белая полоска света поспешно выстрелила в направлении Хан Ли. Она остановилась в 100 метрах, и свет исчез, показывая женщину в дворцовых одеждах.
У нее была стройная фигура и изящная внешность с парой ярких глаз, которые, казалось, напоминали красоту ее юности. Ее одежда была сделана из какого-то редкого материала, который сверкал ослепительным серебряным светом. Хань Ли пронесся мимо нее и обнаружил, что эта женщина, как и он сам, была культиватором на средней стадии зарождающейся души. Она посмотрела на него и сладко улыбнулась, заговорив приятным голосом: «Я Бай Яо из Северного ночного острова. Вы здесь тоже договорились встретиться с господином культиватором Фу?» Сердце Хань Ли дрогнуло, и он удивленно спросил: «Вы культиватор с Северного ночного дворца?» Бай Яо усмехнулась: «Я старейшина Северного ночного дворца по внешним связям. Поскольку мы находимся в отдаленном районе, я удивлена, что вы знаете о нас. Могу я узнать, как вас зовут?» Хань Ли ответил спокойным тоном: «Моя фамилия Хань, я бродячий культиватора из-за рубежа. Я действительно прибыл сюда на встречу с господином даосистом Фу, хотя я наслышан репутацией вашего дворца». Бай Яо с интересом взглянула на Хань Ли и спросила: «А, наверное, вы знакомы с 3 великими бессмертными за границей?» «Я никогда не встречал их, потому что я не тот, кто часто общается с другими. Я обычно культивирую в уединении на своем острове». «Вот как, я была слишком самонадеянной. Вам нужна помощь в сборе молний. Большое спасибо за предложение, но я почти закончил. Это последняя бутылка». Бай Яо, услышав его, взлетела в воздух и приземлилась на другой камень. «Тогда я пока вперед и отдохну, пока мы будем его ждать». Она подняла руку и вызвала магический инструмент в небо. Он закрутился в воздухе, а потом выпустил облако белого света внизу, не давая дождю приблизиться к ней. Затем она спокойно села и выпустила к себе в ладонь странный предмет размером с ладонь. Хань Ли прищурился и взглянул на предмет. Он был белым, как первый снег, и сверкал ярким светом. Ледяной нефрит. Он сразу узнал этот предмет, тот же самый нефритовый ледяной нефрит из бутылки, который он обнаружил в бутылке ледяной квинтэссенции. Взяв в руки пластинку с нефритовым льдом, она закрыла глаза и погрузилась в медитацию. Оказалось, что искусство ее культивации было не просто ледяного элемента, а скорее ледяного иньского элемента, иначе ей не нужно было бы опираться на поддержку силы ледяного нефрита. Это давало бы результат, схожий со снежной духовной таблеткой Хань Ли, но это никак не могло сравниться с эффективностью, независимо от качества нефрита. Хотя выражение лица Хань Ли оставалось спокойным, он неосознанно стал настороженно относиться к женщине. Учитывая, что Северный ночной дворец сражался насмерть с высокоранговыми демоническими зверьми каждые несколько поколений, передавая часть своей ледяной квинтэссенции, было ясно, насколько они ценили ее. И если бы он позволил этой женщине узнать, что у него при себе было сокровище ее секты, это, несомненно, вызвало бы проблемы. Вскоре после этого он убрал свою 5-ю бутылку, наполненную молнией, и медленно подлетел к центру формации. Затем, ударив по ней несколькими заклинаниями, он создал лазурный барьер вокруг нее, блокируя бурю. Затем он сел с закрытыми глазами. Конечно, он не мог закаливать какие-либо материалы для веера в присутствии этой женщины. Вскоре были слышны только звуки грома и ветра. Дождь лил целый день, а после на небе лениво выкатилось палящее солнце. Вокруг сразу же стало жарко и душно, поскольку ядовитый туман стал медленно восстанавливаться. Кроме того, множество насекомых, скрывавшихся под землей, начали выползать наружу. Хань Ли спокойно высвободил свое духовное чувство на расстояние в 10 километров. Способный чувствовать все, от деревьев до мельчайших насекомых, он погрузился в спокойную медитацию. Всякий раз, когда низкоранговые культиваторы поднимались в гору, они сразу же бежали в ужасе, обнаружив 2 культиваторов зарождающейся тши. Хань Ли и женщина в дворцовом костюме просидели так 3 дня. Утром 4-го дня еще один высокоранговый культиватор прибыл на гору. Это был мужчина высокого роста, с грозным видом и темной блестящей кожей. Он прилетел сюда на огромном панцире черепахи, оставляя позади себя зловещий ветер из-за какой-то неизвестной техники. Когда этот крупный мужчина увидел их 2, он от души рассмеялся и нашел еще один валун, на котором можно было бы сесть. Однако он не собирался медитировать. Вместо этого он вынул сверкающую золотую книгу и начал читать ее. Его действия резко контрастировали с его внешностью. Хотя Хань Ли сделал вид, что не обратил на это внимания, внутренне он нахмурился. Этот высокий мужчина тоже был на средней стадии зарождающейся души. Похоже, что цель старика Фу была необычной, раз ему пришлось собрать столько культиваторов своего ранга. Глава 975. Таблетка культивации зарождающейся души. После прибытия нового гостя, каждый из 3 культиваторов занялся своими делами, не удосужившись завязать разговор.
Лишь через полмесяца, когда ядовитый туман практически отступил, к горе целенаправленно подлетели две полоски света. Сделав круг над горой, две полоски спустились вниз троим культиваторам внизу. Это были старейшина всей секты 9 безмятежностей, красивая женщина с густыми бровями и торжественным выражением на лице. Женщина молчала, а старейшина Вэй с радостью посмотрел на троих культиваторов и сказал: «Вы трое удостоили меня своевременным прибытием. Я был готов к тому, что кто-то из вас не придет, но, похоже, в этом не было необходимости». Крупный мужчина холодно улыбнулся и прямо сказал: «Несмотря на мое прибытие, я в настоящее время нахожусь в критической точке преодоления моего узкого места. Если дело братов у меня не заинтересует, я тут же уйду. Не беспокойся, брат Юань. Ты должен знать, что я не стал бы беспокоить вас понапрасну, раз собрал здесь не только тебя, но и даосиста Ханя и госпожу Бай. Ах да, я забыл вас представить. Это моя младшая боевая Чан Чжифан, старейшина внутренних дел секты 9 безмятежностей. Поскольку ты из секты священного яда префектуры Наньцзян, нам особенно понадобится помощь такого культиватора, как ты, брат Юань. Господин даосист Хань обладает удивительными способностями и является бродячим культиватором из-за рубежа. Госпожа Бай, затем старик быстро представил их друг другу. Когда другие услышали, как старик Фу упомянул, что Хань Ли обладает удивительными способностями, культиватор Юань и Бай Яои с удивлением посмотрели на него. Хань Ли нахмурился, услышав это, и сказал: «Господин даосист Фу явно переоценивает меня. Моя культивация довольно средняя. С чего ты взял, что я обладаю удивительными способностями?» Старик Фу сказал серьезным тоном: «Нет необходимости скрывать это. Ты не только убил старика Ся в столице Цзинь, но после торговой встречи ты также убил монаха Злого Огня. Разве из этого нельзя судить о твоих удивительных способностях? Монах Золотого Огня был убит господином даосистом Ханем». Культиватор Юань внезапно посмотрел на Хань Ли, изменившись в лице. Женщина с черными бровями все еще выглядела равнодушной, словно уже знала об этом. Хань Ли горько хмыкнул и беспомощно сказал: «Брат Фу, должно быть, ошибся. Хотя я убил неизвестного культиватора на ранней стадии зарождающейся души в столице Цзинь, тот, кто убил этого монаха Злого Огня, был другой культиватор. Вы правда верите, что такой бродячий культиватор, как я, может обладать такими небесными способностями? Другой культиватор. Я слышал, что против монаха Золотого Огня сражались двое похожих культиватора. Неужели это и правда был не ты?» Старик Фу вдруг тоже изменился в лице, а в его голосе звучали сомнения. Хань Ли потер подбородок и сказал: «Брат Фу действительно переоценивает меня. Если у меня есть сила, чтобы убить культиватора на средней стадии зарождающейся души в одно мгновение, зачем мне избегать секты рассеивающейся инь? Я мог смело выступить против них, и никто не осмелился остановить меня. Несмотря на это, этот старик Ся был хитрым и владел техниками уклонения. То, что ты убил его, уже демонстрирует твои удивительные способности. В любом случае, ты знаешь того, кто убил монаха Золотого Огня». Внезапное появление культиватора на поздней стадии зарождающейся души может означать только одно: ад пришел из-за рубежа, заинтересованно спросил старик Фу. Хань Ли покачал головой и спокойно сказал: «Хотя культиватор, монаха Злобного Огня, похож на меня, я с ним никак не связан. Жаль. Если бы мы смогли его найти, наши шансы на успех были бы больше». Сказав это, старик Фу сухо усмехнулся и сменил тему. Культиватор Юань вдруг спросил: «Я также слышал, что двуглавый и четырехрукий демон появился возле подпольной торговой встречи. Он сожрал несколько культиваторов на ранней стадии зарождающейся души. И если бы не великий культиватор, наблюдающий за торговым собранием, вся группа была бы уничтожена. Брат Хань знает об этом». Хань Ли ответил: «Нет, я уже был далеко, когда это произошло». Судя по лицу культиватора Юаня, он не поверил Хань Ли. В этот момент Бай Яои спросила: «Господин даосист Фу, может, ты уже расскажешь нам, зачем ты нас собрал? Я прибыла сюда только потому, что задолжала тебе одно одолжение в прошлом». «Конечно. Однако, поскольку этот вопрос очень важен, было бы лучше, если бы мы приняли необходимые меры предосторожности». Сказав это, старик Фу щелкнул пальцами и выпустил дюжину полос зеленого огня. Они разлетелись в разные стороны и исчезли в тумане зеленого света. Хань Ли пронесся мимо них своим духовным чутьем и обнаружил слабые колебания ограничительного заклинания. Хотя он не знал, что это за заклинание, то, насколько легко старик Фу его установил, заставило его дрогнуть. Его мнение о силе старика тут же изменилось. И Бай Яои, и культиватор Юань проделали то же самое своим духовным чутьем, невольно почувствовав волнение от серьезности старика. Старик Фу глубоко вздохнул и торжественно сказал: «По правде говоря, я готовился к этому в течение последних 30 лет, и теперь появилась реальная возможность.
Вы, господа, когда-нибудь слышали о древней таблетке, известной как таблетка культивации зарождающейся души? Таблетка культивации зарождающейся души. Бай Яой и культиватор Юань растерялись, услышав название, но Хань Ли ничуть не изменился в лице. При виде этого культиватор Юань спросил: господин даосист Хань знает об этой таблетке? Немного подумав, Хань Ли уточнил: немного. Слышал, что таблетка культивации зарождающейся души была духовной таблеткой древней секты и обладает высшим качеством. Говорят, что она может помочь культиватора зарождающейся души легко преодолеть узкие места. Однако древняя секта давно исчезла из мира культивации, и формула духовной таблетки была потеряна. Теперь лишь немногие знают о ее существовании. Если бы не тот факт, что Хань Ли много исследовал таблетки и прочитал много древних записей, он бы тоже не знал об этой таблетке. И культиватор Юань, и Бай Яой были в восторге. Культиватор Юань с большим энтузиазмом спросил: «Брат Вэй, ты хочешь сказать, что знаешь местонахождение этой таблетки?» Стоит отметить, что после того, как культиватор достигал стадии зарождающейся души, количество духовных таблеток и техник преодоления узких мест, даже из древних времен, сводилось к нулю. И если кто-то завладевал им, он не осмелится бы упомянуть об этом даже своим родственникам. После стольких лет такие древние предметы практически исчезли. Помимо нескольких легендарных небесных предметов, большинству культиваторам зарождающейся души приходилось полагаться на таблетки для культивации, чтобы прорваться через свои узкие места. В результате присутствующие не могли удержаться от волнения, услышав об эффекте таблетки. Старик Фу хихикнул с гордым выражением лица. Меня удивляет, что Хань Ли знает об этой таблетке. Все верно, я приобрел формулу создания этой таблетки более 100 лет назад. У господина даосиста Вэй действительно есть такое сокровище. Культиватор Юань скрестил руки на груди, подавляя волнение в своем сердце. И Хань Ли, и Ба Яой радостно переглянулись между собой. Старик Фу кивнул. Я также хорошо разбираюсь в техниках изготовления таблеток. Когда у меня будут все материалы, ее изготовление не будет проблемой. Хань Ли нахмурился и спросил: похоже, тебе не хватает материалов. Брат Хань очень проницательный. Если бы не тот факт, что мне не хватало одного из его основных компонентов, я бы изготовил ее много лет назад. Вот поэтому я и хочу попросить вас всех о помощи. Бай Яой нахмурилась: раз ты не смог приобрести их после стольких лет, несмотря на то, что ты старейшина секты 9 безмятежностей, этот предмет действительно будет трудно найти. Трудно найти. Старик Фу горько усмехнулся. Кажется, этот материал практически исчез из нашего мира. Довольно долго я считал, что эта формула таблетки бесполезна, поэтому я и не думал наткнуться на этот материал. Поэтому я изменил свои планы. Культиватор Юань нетерпеливо сказал: «Хорошо, брат Фу, пожалуйста, хватит ходить вокруг да около. Скажи уже, что тебе нужно». Старик Фу спокойно сказал: «Плоть призрачной иньской лошади». Хань Ли тревожно спросил: «Призрачная иньская лошадь? Где брат Фу смог найти такую вещь?» Когда Бай Яой и культиватор Юань услышали это, они испуганно переглянулись между собой. Старик хихикнул и сказал серьезным тоном: «Я обнаружил ее следы 30 лет назад прямо здесь, в Наньцзяне.